Всем привет! Добро пожаловать обратно в прохождение карьеры Sims 4. И мы проходим карьеру полицейского, точнее детектива. И мы как раз таки на ступени детектив. Наконец-то мы до нее дошли. Это, насколько я помню, 4-й уровень. Сейчас мы совсем разберемся. Наш Фил уже на работе, потому что я очень сильно хотела посмотреть на его новую форму. И как вы думаете, как она выглядит? Прекрасно, замечательно, рубашечка, подтяжечки, да? Да? Нет. Нет. А это будет, когда он станет старшим детективом, вы понимаете? Как я надеялась, что будет новая форма, но у нас старая форма, но зато новое дело. Это тоже интересно. Итак, что у нас тут по нашим задачам? Он у нас детектив, это 4-й уровень, и следующее повышение у нас старший детектив. Он у нас работает с 9 до 6, с воскресенья по... По что? Это что? Это субботу. Нет, со вторника по субботу. Ну, короче, не важно, это уже не так сильно важно. Поехали получать тельце в наш новый красивый, ну не новый, ну в смысле красивый участок. Мне он почему-то очень нравится, я не знаю почему, но его атмосфера меня завораживает. А еще очень классно продуманные фоновые звуки, конечно же. Мне кажется, очень круто все это. Такое очень классное атмосфера продумана. Так, у нас получить дело, да. Все, иди, получай дело. Вот такой, я думала, у нас уже будет костюмчик, но его нету, вы понимаете? У нас еще нет. Вот эта рация там на фоне. Кто-то разговаривает, кто-то клацает, что-то происходит. У нас тут женщина красивая с укладочкой. Начальник там, как обычно, за окном что-то делает. Интересно, когда мы станем начальниками, что мы будем делать? Вот какие у нас будут задачи, как вы думаете? Мне прям очень интересно. Нам осталось всего 6 уровней и мелочи жизни. Так, наш Фил уже пришел, наконец-то. А где наша подружка? Давайте ее поищем. Она должна быть уже на работе. Она у нас, по-моему, тоже детектив, насколько я помню. Она обычно здесь где-то сидит. Нет. О, слушайте, это товарищ, с которым мы уже виделись, а он как раз старший, а он офицер уже. Это мы одни плетемся, что ли, в хвосте? И никак не можем повыситься. Так, это кто? Аяка? Аяка? Ага, тоже пожилая. Что-то у нас много пожилых персонажей, мне кажется. И кто у нас тут сидит? А у нас все та же с косичкой сидит. Ким. Все время кажется, что это та, которая продавщица из киоска в деревне. Он только садится, серьезно? Куча времени прошло, он только сел. Кошмар какой. Так, а подружку-то мы так и не нашли. Ее что, нету сегодня на работе? Или она прогуливает? У нас тут новая ассистентка, кстати. Лаборант, точнее, лаборант. Барышня. А, нет, мы ее уже видели. Так что я мечусь. Так, все, мы получили дело. Ой, опять поговорить с начальством. Не люблю я это дело. Так, добавить, а мы должны только начать. А мы в прошлой серии, в прошлой, до повышения уже ездили, да, по-моему? Я что-то немножко уже подзабыла. Это было у меня через паузу. Я не помню, куда вы там ездили, не ездили. Так, ну что у нас за дело? Мне прям очень интересно, потому что схемы разные каждый раз. Мне кажется, мы эту схему уже видели. Обидненько, досадненько. Ну ладно, посмотрим. Так, нам нужно добавить улику. Значит, у нас есть какие-то улики, раз мы их можем добавить. Это же логично. Что если можем добавить, значит, они у нас есть. Так, найдена улика. Что у нас тут? Выяснил, что подозреваемый неуклюжий персонаж. Нашел улику. Ну, хорошо. Что у нас еще? Добавить улику. А у нас есть? У нас еще есть, слушайте. Ну, давайте не будем отходить лишний раз. Потому что они тут так долго туда-сюда ходят, думают, а что я буду делать, а что я не буду делать. Так, подозреваем. Опять подросток? Да что ж такое? Мне не нравится подростков задерживать. Это как-то неправильно. Так, ну что, давайте искать в базе данных, наверное. Давайте поищем. У нас есть... вот у нас есть фотки, у нас есть... Не так много у нас всего есть, ну ладно. Мы поищем. Сейчас захватим компьютер. Мне кажется, вот это была ассистенткой, этой лаборанткой.
Теперь она у нас... она так и есть ассистент, просто в другой форме. Интересно, как все это вообще распределяется. Смотрите, начальник вышел поболтать с подчиненными. Но мы не можем с ним нормально поболтать. Так, что-то у нас там произошло. Мы не можем еще одну улику проанализировать, поискать в базе данных. Ну ладно. Может, мы вообще сейчас ориентировочку выпустим? Кто нас знает. Так, ну что, ты идешь, нет? Или ты опять стоишь? О, у нас погодка зато хорошая, смотрите. Птички поют, этот дождик закончился. То в прошлый раз-то тут прям такое стихийное бедствие прям было. Жуть просто. Так, давайте сходим, проанализируем улику. Может быть, мы правда сегодня сможем ориентировочку выпустить? У нас же что-то здесь есть. Ну, есть один образец. Один остался. Мы должны выжать максимум из того, что у нас есть. Если что, придется говорить с начальством. Мы попробуем все-таки. Где он? Не знаю, ну, при том, что вроде как говорят, что он должен ругаться на персонажа. Судить, поднять. Спросить может спросить про зарплату? Это, конечно, не очень правильно. А вот поговорить... А вот этого же не было. Ну, реально. Или я, как обычно, идиот и не заметил. Ну, давайте поговорить с начальством. Слушайте, мне кажется, не было. Я так столько раз искала этот значок, но его не было. Ну, я, короче, как обычно. Все нормально, все окей. Если вы досмотрели до этого момента, знаете, поговорить с начальством можно, все нормально, все засчитывается, скорее всего, потому что... О, мы удачно, кстати, рассмотрели улику. Это хорошо. О, потом мы поищем в базе данных. Отлично. Ну что, барышня, вы уступите нам местечко с начальством? Или мы все вместе будем общаться, как вы думаете? Да, мы, похоже, все вместе будем общаться. Разговаривать, поболтать. Ничего. Он сейчас со всеми будет общаться, серьезно? Так, давайте еще раз назначим. Так, они все поздоровались с ним, хорошо. Можно как-то все-таки поговорить с начальством официально? О, мы поговорили. Ну, наконец-то, слушайте. Так, Канеман, если для вас все игрушки, я брошу вас в камеру и буду принимать ставки. Нет, у нас все хорошо. Так. У нас есть еще, кстати, куча времени, и мы можем поискать данные. Все, прекращай общаться, иди поработать. У нас всего 3. У нас еще есть 3. У нас всего 3, у нас еще есть 3. Ну, короче, может быть, я все-таки дотяну до этой... До ориентировки. Мне прям очень сильно хочется. У нас что, жарко? Облачно и жарко. У нас типа лето заканчивается. А чё этот вчера был такой дождина, что у нас лето? Но при этом такая дождина. Прям интересно. Ну, наверное, сейчас уже не стоит ориентировку выпускать. Сколько сейчас уже по ихнему времени? Уже 3. Мы до 8. Ну, не знаю. Я в раздумьях. Добавляем улику. Посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Может так, а может не так. Потому что я просто боюсь, что нам не хватит времени на допрос. А еще мне не нравится, что опять подросток. Но это как-то неправильно. Это как-то не очень, если честно. Так, подозреваемый носит топ. Интересненько. Так, ну мы можем еще добавить схему. Улику в схему. Тут что-то прям так не так густенько, что-то тут происходит. Прям интересно. Не, слушайте, мне кажется, этой схемы еще не было. Может, я просто не обращала внимания, но мне кажется, это что-то другое. Интересно прям. Очень нам интересно. Сейчас посмотрим. Еще улику, еще 2. И пойдем упражняться на этот рыжий волос. Ага. Хорошо. Нашел улику, у нас уже все отлично. Ага, мы не можем добавить больше улик. Давайте еще тогда поищем в базе данных. У нас еще что-то там осталось.
Да, у нас осталось одно заявление от свидетеля. Чё ты сразу отказался-то от борьбы за компьютер? Такой: "За я не хочу вообще". Так, перестань болтать и иди работай. Я, конечно, понимаю, что у тебя уже полностью все заполнено, все прекрасно, ты счастливый, но работать тоже надо. Чё ты отменяешь? Что происходит-то? Почему никто не хочет уступить ему компьютер? Обычно же это работает. Так, ищи, пожалуйста, все-таки последнее заявление. У нас тут еще ярмарка началась, оказывается. И он не может занимать компьютеры тех людей, с кем разговаривает. Типа, я с тобой разговариваю, я не буду занимать твой компьютер, потому что я тебя отвлекаю, ты не работаешь на компьютере, я не буду тебя отвлекать. Или буду тебя отвлекать, не буду. Ну, короче, вы поняли. Что-то нелогично, если честно. Так, мы поискали, мы можем еще добавить улику, может быть, мы уже как бы да, но я уже, наверное, не буду выпускать ориентировку, потому что еще чуть-чуть, и мы уже доработаем, зачем оно нам надо, в принципе. Можно, конечно, было бы отправиться на дежурство. А что у нас, кстати, для повышения нужно? А, раскрыть одно дело. Мы уже типа раскрыли, да? Как мы так успели? Это ж сегодня первый день в новой должности там, детектива. Мы уже сделали все, что нужно. Это как-то слишком быстро. Вам не кажется? Ну что, добавляй и посмотрим, что у нас там. У нас там уже время заканчивается, в принципе. Так, персонаж мужского пола, но в топе. Угу. И чего у нас тут? Все, видимо, это полный комплект. Мужчина, подросток, рыжие волосы, носит топ, шорты и неуклюжий. Ну окей, я знаю, с чего мы начнем завтрашний день, в принципе. Иди занимайся. Ты у нас же такой товарищ не сильно спортивного телосложения, тебе полезно немножечко подкачаться. Итак, смена окончена. Мы, конечно же, не повысились, но, кстати, 600 симонов тоже хорошо. Ну, в общем, встретимся завтра. Скорее всего, поедем ловить преступника. Ну что ж, как всегда, довольный Фил, потому что у него на самом деле были выходные. Я что-то в самом начале сказала, когда он работает, когда не работает, и когда закончился рабочий день, я была уверена, что следующий день рабочий, но нет, были выходные. А еще у Фила теперь небольшой есть секретик, потому что я поняла, почему нашей подружки не было в участке перед выходными. Эту тайну он пока при себе поддержит, а мы будем выпускать ориентировку. Нам, к счастью, это позволяют делать, потому что сейчас я еще разочек проверю, а то были длинные выходные. Так, ну вроде все, что мы могли узнать, мы узнали. Вот, у нас там было несколько свиданий, как обычно. А чем еще заниматься? Вот чем еще заниматься на выходных? Конечно, на свидание ходить. Вот, и, в общем, у Фила теперь есть 2 маленьких секретика. Ну ничего, бывает в жизни радости, потому что это небольшая радость. Но мы сейчас на работе, мы будем думать о работе. А на работе у нас ориентировка, и значит, нас сейчас перекинет на место, где бы будем искать подозреваемого. Я буду очень смеяться, если она нас перекинет в то же самое место, вот в тот же самый, что там, спортзал или клуб, или что это такое. Сейчас посмотрим. Так, ориентировка. Ну, наконец-то. У нас хоть что-то новенькое. А где мы? О, слушайте, мы в Эвергрин Харбор, где мы сейчас, кстати, я прохожу сбежавших подростков, и мне так нравятся вот эти вот деревья розовые с красной травой. Так это круто выглядит, конечно. Но у нас райончик получше, мы над ним работаем. Так, что у нас тут? Барчик. Вот наш товарищ. Все, мы его берем. Он рыжий, подросток. Сейчас мы его еще узнаем, но он в шортах, майке, в топе. И да, ты подросток. Сейчас мы с тобой поздороваемся. Ты должен быть неуклюжим, насколько я знаю. Давайте еще разочек проверим. На всякий случай. Мужчина, рыжий, топ, шорты, подросток, неуклюжий. Да, мы вот такие вот скоростные полицейские. Да? Больше никого нету, как обычно. Вообще такая пустота. А что тут на 2-м этаже? Я тут, как обычно... Ну, хорошо, да. А, здесь уборные комнаты. Он неуклюжий и веселый. Ну,
Прости, чувак, мы пришли за тобой. Кто там звонит? Мне сейчас немножечко не до этого, да что ж такое? Давай арестовывай, пожалуйста. Так, нет, давайте положим трубочку, потому что нам сейчас правда немножечко не до этого. А что это такое? Воссоединение друзей. Вот так вот. При том, что мы арестовываем человека. Короче, немножечко скучно становится, если честно, потому что вот мы задержали подозреваемого, все у нас как-то хорошо и гладенько, сейчас мы его подопрашиваем, я думаю, это точно он. Допроси, пожалуйста. В общем, как-то все так начало немножечко в колею входить, в колеюшну. Как-то так не очень интересно. Это наша... Нет, да, она. Вот, Бекка Кларк, она вернулась на работу. А с кем же она оставила наш сюрприз? Она его дома оставила. И это как-то печальненько. Кто она у нас? Ассистент, интересно, на каком уровне? Мы же еще не были ассистентами, значит, это высший уровень. Или были ассистентами? Нет, вроде не были. Я уже запуталась. Ну ладно. Короче, сейчас допросим в камеру и дальше расследовать. Я думаю, что мы еще съездим на новое место преступления. Fazub Unga? Karshnu Boda. Brumis Quentil. Dramas. Sabram. Alvar. Oh, Sawubi. Looks alike. Dabawis Farbo Waname. Ilak. Marlik. Walplaki. Fribnabi. Tomaha. Burba. Oh. Jofal. Oh. Chabedaza. Doba. Samoy, Flarza. Zoya Pampflanis. Kahifa. Morinao. Sanjiba. Aquam. Karaf. Padish. Oh, Brizark Fulleroo. Flanny's Gifafa. Trujine Barzak. Norflet Doib. Слушайте, ну, в общем, мы закрыли дело. Наш подозреваемый был виновен, все окей. Мы вот только что его заключили обратно в камеру. Но, как видите, нас не посылают за новым делом, нас не посылают на осмотр, куда там, на место преступления, ничего. Что-то как-то этот. И, как видите, с прогрессом тоже не очень, и мне вообще это не нравится. И мы не можем уже просматривать, что там, по-моему, уже пусто в этой базе данных, мы уже ничего не можем. А мы можем просто так ее просматривать. Ну, давайте попробуем согнать как раз нашу девушку. Может, она нас пустит. Вот, да, просмотреть. Просто просмотри что-нибудь. А то как-то так печальненько, если честно. Я начала немного уставать от однообразного вот этого мероприятия. И я думала, что какое-то будет развитие хоть немножко, если честно. Но тут получается один и тот же алгоритм действий, он никак не меняется от должности к должности. Ну, может быть, конечно, когда я буду начальником, что-то поменяется, но и то не факт, не факт. Ну ничего, ты просто просмотрел базу, и что это нам даст, интересно. Какие-то новые зацепки. Ох, непонятно. Что-то как-то... Может, у меня что-то сегодня с настроением, что мне все не нравится, все не устраивает, такое бывает. Или действительно с игрой что-то так скучноватенько стало. Ну и вообще уже скоро у нас время закончится, мы еще вообще никак, нигде еще и не валялись. Какой жуть. О, давайте сразу получим дело. Ну хотя бы дело можно получить уже. Хорошо, давайте тогда продлим остаться допоздна, потому что у нас как-то вообще с продуктивностью, вот у нас продуктивность хорошая. Я надеялась, что мы как-то за день это все, ну вот 3 дня, то есть у нас 1 день уже есть, и вот сегодня 2, я думала, мы как-то на следующий день уже повысят нас, но, как вы видите, я не думаю, что нас повысит, если честно. Я не думаю. Так, мы получили новое дело, отправиться на место... Давайте отправимся на место преступления, но всегда как-то повеселее, если честно.
А можно отправиться на место преступления с компьютера, чтобы мы не ходили через весь участок? Вот, есть, да, отлично, можно отправиться на место преступления, это хорошо. Ну, в общем, мы на месте преступления, это уже хоть немножко повеселее. А это мы на свадьбе? А, нет, а что это за дом? Ну да, это мы на Тартозе, но это не свадебный участок, это просто жилой участок со свадебным вот этим декором всем. Они, видимо, сдают в аренду свой дворик. Вот, так, поехали. У нас тут все есть. Мы знаем, что нам нужно тарабанить быстрее, скорее, и несколько улик. Мы это все уже прекрасно знаем. Это штука специальная для растений, видимо, подставочка типа такая. А я все думала, для чего она нужна. Теперь увидела. Прикольный дом, слушайте, как обычно. Я ничего не видела, ничего не слышала. А что это за столь? Сиденьице такое прикольное. Классный диван. Вот этот букетик-то я знаю, и стульчики я знаю. А вот... интересная композиция, кстати. Смотрите, из стандартных этих. Интересно собрали. Так, что нам дальше? Сфотографировать еще. Нужно сфотографировать и свидетелей допросить. А где наши свидетели? Это уже сложный вопрос, если честно. Потому что я никого из них не вижу. А вот барышня у нас спит или расстраивается? То они частенько тут плачут. Возьми, пожалуйста. Она в костюме туда залезла, серьезно? Так, ага. Одна тут рисует, а это кто? Свидетель? Тоже свидетель. Давай, иди сюда. Нам с тобой надо поговорить. Почему ты отменил? Ну вот почему? Что это такое? Кто так делает? Так, давай общайся. Сколько там, интересно, свидетелей? Вот еще, да? Компетентный производитель, интересно. Нет, он тоже свидетель. Тут, слушайте, много попорченной техники. Прикольно, смотрите, здесь тумба, типа барная. На нее этот компьютер поставлен. Интересная задумка, слушайте, надо над этим подумать. И это интересно. Я пока тут расследую преступление, много чего для строительства, видимо, подчерпну. Так, нам нужен еще свидетель. Подождите. Где нам найти еще одного свидетеля? Здесь никого нет. Снаружи, кроме этой барышни, она уже тоже не снаружи. А здесь есть второй этаж. На втором этаже никого нету, да? Здесь никого нет. Так, а где же наш свидетель? Иди сюда, свидетель. Ты нам очень нужен, мы без тебя не можем. Ты понимаешь или нет? Не понимаешь. Так, вот 3 свидетеля. Нам нужен еще один, правильно? Вот. Нам еще нужен один. А где он? Здесь никого нет. Слушайте, здесь получается дырка. Ну, в смысле того, что не полноценная стена. У них типа так тепло, что у них все окей с этим делом. Здесь тоже никого нету. Здесь тоже. Здесь только полицейский, да? Офицер. Здесь никого. Здесь тоже никого. Так, и где я должна еще одного свидетеля найти? Ладно, пусть все двигаются. Может, кто-то откуда-то придет. Может, кто-то откуда-то вернется. Вот, я же говорила, что может кто-то прийти. Беги, Форест. Да? Нет? Ты просто свидетель. Просто... Да. Ну и что это такое? Как это называется? Расскажите мне, пожалуйста, что это за подстава? Нам нужен еще один свидетель. Так, они отошли там что-то пообсудить. Ага. Мне кажется, у них какой-то сговор. Может, она сообщит какие-то данные, которые нам не сообщила. И где-то есть еще один свидетель. Может, я вот эту не опросила, слушайте. Такое бывает иногда, что он не сработал. Точно, вы представляете?
При том, что я его посылала с ней поговорить, как со свидетелем, но он, видимо, отменил себе действие, из-за этого у меня значится, что у меня еще один опрос свидетеля. Ай, как обычно. Ну ладно. В принципе, ничего страшного. Поехали обратненько в участочек. Слушайте, меня немного напрягает вот этот человек, который стоит рядом с нами в капюшоне, в перчатках, таких походных ботах. Нет, лицо у него открыто. И очень смешное выражение лица у него. Он кто вообще? Просто молодой персонаж? Ладно, мы тут уже будем добывать время. Я думаю, что ничего сегодня не произойдет интересного, потому что, как бы, ну, нас сегодня не повысить. Нас сегодня ничего, короче, не будет. Но мы немножко продвинулись все-таки. Мы добились до 3-го уровня. Я надеюсь, что нас все-таки... Не, мне кажется, завтра нас не повысит, если честно. Что-то есть у меня такая чуйка, что нас сегодня, точнее, завтра не повысит. Да, старшего этого детектива. А я так хочу новую форму, вы себе не представляете, как я хочу новую форму. Ну что ж, 3-й день в качестве детектива начат. И есть надежда, что все-таки нас сегодня повысит, потому что вчера я была не так оптимистично настроена, но сегодня я более оптимистичная, такая же, как и Фил, потому что, видите, он наш пританцовывает, мне кажется. И как видите, у нас продуктивность отличная, и я думаю, что это отлично. А еще у нас есть пункт заступить на дежурство. Я думаю, что мы сейчас как раз и заступим, просто ради разнообразия, чтобы хоть немножко разнообразить нашу скучную детективную жизнь. Мне кажется, здесь можно... А, нет, принять дежурство приемной. Где у нас можно заступить? Вот, по-моему, здесь. А у нас дело исчезло. А, ну мы же допросили, отпустили, все окей. Так, давай. Ага, нет. А как нам заступить на дежурство-то? Я забыла. Бам-бам-бам. Так, а ну-ка к Филу вернемся. А если на него нажать? Так, а как нам заступить на дежурство? Подождите, я что-то немножко запуталась. Давайте компьютера попробуем. А, вот, заступить на дежурство, все. Иди заступай на дежурство. Еще, мне кажется, мы эту барышню знаем. Она у нас только вчера была в фуражечке, а сегодня уже вот в этом костюмчике. Я уже как умалишенная мечтаю об этом костюме. Это неправильно, нельзя так к материальным вещам Ну, короче, вы поняли, что пригибать душой. Все, вы поехали на дежурство, видимо. Что я хотела сказать, что вечер наступил, на самом деле не вечер. Сейчас день. А где мы находимся? Слушайте, тут такой классный кораблик. Это мы в Магнолии, наверное. Класс. Я так всему удивляюсь, как будто я первый раз в жизни вообще это все вижу. Кошмар какой. Мне стыдно. Но мне кажется, это Магнолия. Да, похоже на то. Ладно, мы тут должны патрулировать. Магазин одежды. Прикольно. Я даже не знала, что у нас есть магазины одежды. И тут можно что-то покупать. Да, можно что-то покупать. Прикольно. Но мы не будем. Мы тут патрулируем. Мы должны выглядывать, что нам нужно общаться с горожанами. Давайте, вот они пошли, хорошенькие. Нам нужно общаться. Давайте пообщаемся. А, это работник, нет. Это тоже, наверное, работник, да? Да, работник. Что-то какие-то они уставшие работники. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Вдвоем такие смешные. Так, это пальма на что? А, она светится, наверное. Наверное. Так, ну что, ждем горожан. Вот все, кто надо, уже пришли. Все продавцы. Так, дамочки все по местам стали. Одна заказ. А, не все здесь, да? Кто-то сердит. А что сердит? Кто сердитый? Где? С кем? Кто? Кто здесь? Здесь никого нет. С кем он общаться решил? Где все жители? Слушайте. Мы тут одни с продавцами. О, машина поехала. Извините. О, кто-то к нам хочет поболтать. Вот, ну наконец-то. А это она сердитая. Где она?
Сердитая Люсия. Вы где? Покажитесь. А, вон она идет. Ага, вот у нас житель есть, отлично. Вот она сердитая. Тын-тын-тын-тын-тын. Я решила озвучивать походку персонажей. Мне кажется, так весело. Веселее, точнее. Ага, она уважительно с нами поздоровалась. Хорошо. И он тоже уважительно. Нам нужно пообщаться с горожанами. Нам это засчитается? Ой, как он кричит мне в ухо. Так, и что? Нам нужно... Что там? Кто-то мусорит, что-то такое. Еще. Ну, давайте сюда тогда придем. У нас тут есть целых 2 персонажа. Мы им немножко помешаем. Покупательница. Ну, ничего, пообщаемся. Это же горожане. Вежливо познакомься, пожалуйста. Это он переоделся, типа, сейчас? В эту одежду? Так. Что у нас тут? Вот у нас персонаж идет. И чего? Вот у нас тут персонажи. Тут даже беременный персонаж. Красивый такой. Румяный. Это хорошо. Так, перестань с ней общаться. Иди уже дальше общайся. Ага, Еще? Серьезно? Мы так и будем с горожанами общаться, что ли? К нам кто-то идет. Тоже пообщаться, да? Угу. Так, нам все-таки нужно выписать штраф. Кому мы будем выписывать штраф? Расскажите мне, пожалуйста. Патрулировать 2 часа. Мы 1 час только патрулируем, да? Нам нужно за всеми следить. Устройте, пожалуйста, кто-нибудь драку. Я вас очень прошу. Я вас искренне прошу, устройте драку, пожалуйста. А мы так и не выписали штраф, да? Ну, зато мы уже побыли 2 часа на этом. На дежурстве. Забыла, как оно называется. Слушайте, ну тут никто ничего не делает. Они все пришли за покупками спокойно просто и все. Никто не мусорит, не дерется. Неинтересно. О, какие рыбки прикольные. Я что-то их никогда не использовала. Они круто выглядят. Так, еще одна идея для строительства. Так, ну что? Все? Никто ничего? Неинтересно. Ни одного штрафа даже не выпишем. Да? Вот ты, женщина, куда ты пошла? Что ты будешь делать? Ты будешь что-то делать? Может, ты намусоришь? Хотя бы. Что ж, мы все-таки вернулись в полицейский участок, там начался дождь, никто не хотел драться, и, короче, неинтересно. И у нас как-то тоже с прогрессом неинтересно. Все, давайте анализировать, короче, улики. У нас тут что-то есть с прошлого раза, мы притащили. Давайте их анализировать. Потому что там искать в базе данных, упражняться 1 час. А нам прям нужно сегодня, ну, мы можем, как обычно, задержаться на работе, чтобы точно добить до 3-го уровня. Но хочется как-то уложиться во время, потому что постоянно оставаться после работы, это А почему к нам листья залетают? Что, окно открыто, что ли? Посмотрите, к нам листья залетают. Кто-то форточку сильно открыл. Ну, он, кстати, хорошенечко прокачался уже в логике, там уже у него 8-й, что ли, уровень. И мне кажется, как-то ему это помогает. Да, 8-й уровень уже. Вот это то, что нужно реально прокачивать. Так, ну что у нас? Удача, да? Да. Ничего. Так, да, мы супер внимательные. А еще нам нужно в одно место сходить, потому что мы дома не успели. Так, и что у нас? Добавить улику? Нам нужно вообще начать схему преступления. Ну, мы хотя бы немножко начали продвигаться. Это уже хорошо, это меня уже радует, потому что мы должны идти очень быстро, очень быстрыми темпами, чтобы не отставать, не знаю от кого, но мне кажется, что все вокруг повышаются быстрее, чем мы. Хотя мы тоже вроде хорошо идем. Так, вот наша новая карта преступлений, и нам нужно что? Нам нужно добавить улику на схему преступлений. Что опять с этими похищения всяких классных штук, ну, в смысле, дорогих каких-то. Да, все, пошло по
кругу, ничего нового, интересного. Ну ладно, хотя бы несколько у них этих схем уже как бы это хорошо, а не одна и та же, одна и та же. Так, точно, я угадала. Ну что, мы пойдем в базу данных, наверное, искать. Уже не поедем сегодня никуда, ну уже полпятого точнее. Мы в 6 заканчиваем, я думаю, уже бессмысленно куда-то ехать. Давайте уже тут как-то что-то будем копаться. У нас вроде есть фотки, заявления, у нас куча всего, так что я думаю, мы так обойдемся. Какие они разговорчивые и громкие. Давай, товарищ офицер, ассистент от Харвнайр. Уступи-ка нам местечечко. Нам чуть-чуть осталось, и у нас уже там мигает немного. Давайте, наверное, сразу останемся допоздна, потому что я боюсь, что мы не успеем, учитывая, как некоторые любят тупить. Ну, он же ушел. Ты серьезно? Ну, наконец-то он садится. Тут сказал, что типа я не могу. Потому что ему уже все освободили. Так. О, можно еще. Все, у нас 3-й уровень. Мы теперь просто ждем, пока у нас все закончится. Можно было, в принципе, не продлять, но я немножко перепугалась, потому что как-то это все было очень долго и непонятно. Ну ладно, сейчас поищем в базе данных, а там дальше посмотрим, что мы будем делать. Но мы уже можем делать все, что угодно. И это не может не радовать. Опять искать? Серьезно? Ну, давайте еще поищем. Чё уж, раз мы завоевали компьютер, надо его использовать по полной программе. О, можно наконец-то добавить улику в схему преступления. Ну, наконец-то. Потому что мы их уже столько проанализировали, что уже пора бы. Мне кажется, там уже поднакопилось всяких улик. Так, рыжие волосы. Опять рыжие. Да что ж такое? Почему рыжим не везет? А что у нас вообще есть? У нас есть рыжий, опять подросток и опять рыжий. Да что это такое? Это какое-то наваждение. Давайте позанимаемся спортом, сходим. Потому что, как мы знаем, у нас тут есть немножко хилый товарищ. Поэтому мы пойдем позанимаемся спортицем. Ура, ура! Мы старший детектив! Наконец-то! Увеличилась зарплата на 26, ла-ла. Ван, вы видите, вот он наконец-то переоделся. Ура, ура, ура! Нам удалось за 3 дня получить повышение, но работая прям так хорошенечко и оставаясь регулярно допоздна. Ну да ладно. Это круто, я рада, счастлива, и я думаю, что на этом мы закончим. Подписывайтесь, ставьте лайк, и до следующих серий, когда мы наконец-то будем настоящими детективами.